Примерно полгода назад я поступил в один из лучших университетов Южной Кореи. И сегодня хотел бы поделиться с вами своим опытом обучения и 5 самыми важными уроками, которые я выучил и которые помогли мне и, надеюсь, помогут вам изменить ваше отношение к учебе. Совет номер 1. Имейте видение. А что такое видение? Простыми словами, видение – это ваши мечты и ваши цели. То, к чему вы стремитесь. То, кем вы хотите стать через 10, 20 или 30 лет. Когда у вас есть видение, вам легче двигаться вперед к намеченной цели и делать что-то для этого каждый день. И, соответственно, иметь мотивацию для учебы. Совет номер 2. Учитесь правильно. Этот урок я выучил на лекции, которая называлась... Окей, так-то лучше. Профессор объяснял нам, что знания в университете можно получать из 3 источников. Люди, опыт и литература, то есть интернет или книги. Когда вы что-то читаете, изучаете или даже просто смотрите, всегда старайтесь делать важные заметки. Потому что, когда вы что-то изучаете и не делаете заметки, впоследствии вы это легко забываете, поэтому очень важно делать важные записи. И помните, что собранные заметки с урока в итоге могут стать хорошим фундаментом для отчета. Очень важно подходить к тому, как вы учитесь. Есть очень много разных советов о том, как правильно запоминать информацию, как правильно построить систему вокруг обучения. Но могу сказать вам одно точно: если вы будете с умом подходить к учебе или даже к самостоятельному развитию, в итоге это принесет свои хорошие плоды в будущем. Совет номер 3. Time management. На другом замечательном уроке, уже с более легким названием, нам провели лекцию о тайм-менеджменте. Если задуматься, учеба в университете требует правильного распоряжения временем. В моем случае я учился на своих ошибках. Часто откладывал дела на потом, из-за чего сбивался режим сна, также ухудшалось здоровье и, соответственно, страдала продуктивность. Но вот что я понял, пока пытался решить эту проблему. Первое. Расставить приоритеты. Начинать с того, что важно. Помните, что время летит быстро. Всем дано одинаковое количество времени. И то, что вы цените больше, занимает у вас большее время. Второе. Поменять отношение к рутине. Всегда искать плюсы от того, что делаешь, тогда будет легче начать и придерживаться расписания. Искать радости в каждодневных мелочах и думать о будущем результате. И, наверное, третье. Не лениться, но и следить за своим здоровьем и правильно отдыхать. Постарайтесь настроить свой режим сна. Сон сильно влияет на ваше состояние днем и также продуктивность. Совет номер 4. Заводите новые знакомства. Университет – это замечательное место, где можно расширить свой кругозор и познакомиться с большим количеством новых друзей. Встретив много разных людей, даже начинаешь лучше понимать себя. Хорошие друзья могут вдохновить тебя становиться лучше. Так вот, я познакомился с одной девочкой из Фиджи, которая вдохновила меня выйти из моей зоны комфорта и попытаться сделать что-то новое. О чем, может быть, я расскажу в другом видео. Хорошая компания, она действительно может сильно помочь вам. Но помните то, что худая компания развращает добрые нравы, поэтому старайтесь найти хороших друзей и самому быть хорошим другом для окружающих. И плавно перейдем к совету номер 5. Не бойтесь нового. На самом деле, в моей жизни это один из самых важных моментов, в принципе, не бояться. Не бояться других людей, не бояться себя, не бояться пробовать что-то новое, не бояться того, что подумают о мне другие люди. И я понял, что если я буду постоянно переживать и бояться мнения окружающих, то мне будет сложно добиться своей мечты, того, что Бог приготовил для меня. Поэтому порой важно сделать шаг веры вперед и погрузиться туда, где может быть поначалу страшно. Итак, подводя небольшой итог, хочется сказать, если вы сейчас учитесь в школе или университете, то имейте видение, для чего вы учитесь. Лучшее видение может дать вам Бог. Учитесь и инвестируйте в ваше будущее. Если Бог дает вам время учиться, то учитесь и учитесь правильно, мудро распоряжаясь своим временем.
Но не будьте одни, старайтесь найти новых друзей, которые будут вдохновлять вас становиться лучше и принимать все новые и новые вызовы. И сами будьте хорошим другом для окружающих. За то короткое время, пока я учился в нашем университете, я смог выучить эти 5 простых советов, которые действительно помогли мне и изменили мою учебную и жизнь в целом. Наш университет является христианским университетом с христианскими ценностями. И хотелось бы сказать то, что действительно, если бы не Бог, я не знаю, что было бы в моей жизни. Смотря на весь процесс учебы, да и в общем на мою жизнь, могу сказать одно точно, то, что Бог, Он верный, то, что Бог, Он любящий, то, что Он заботится. Поэтому хочу вас вдохновить и ободрить, что если вы сейчас имеете возможность учиться, то будьте благодарным всем сердцем Богу за такую возможность и используйте ее правильно.